Здравствуйте, меня зовут Егор, я фотограф-энтузиаст. Снимаю с 19 лет, сначала на пленку, потом на цифру, сейчас вот опять на пленку перешел. Никогда не пытался поставить это на коммерческие рельсы, исключительно мое хобби. Тем не менее, я профессионально занимаюсь видео, я видеограф. Собственно, это, наверное, даже не обзор, это я решил просто поделиться с вами опытом эксплуатации камеры Arax. Сразу хочу сказать, что это не реклама, это не антиреклама, это просто мое субъективное мнение, и, возможно, кому-то оно будет полезно. По Arax есть какие-то промо-ролики от самого Arax, есть видеоинструкции, но нету реальных отзывов, видеоотзывов от пользователей. Я решил эту ситуацию исправить. Эта камера у меня 2 года. Вот, сейчас я покажу. Вот она. Всем известный Киев 88 в сильно модернизированном виде. Какую модернизацию сделал сам Arax и насколько это хорошо, насколько не очень, я попытаюсь вам рассказать. Ну что ж, поехали. Прежде всего хочу сказать, что, конечно, да, Arax сильно модернизировал этот аппарат. Я держал в руках Киева. Вообще, так через мои руки прошло немало камер, в том числе среднего формата. У меня был и Contax 645, и Pentax 6х7, и Броника была 645. Решил я попробовать формат 6х6. Arax SM. То есть он под байонет Pentacon 6. Именно поэтому я его взял, потому что у Pentacon 6 очень много интересных объективов. В данном случае он мне достался с Lumitar, это версия MC. Очень хороший объектив, мне понравился. Давайте начнем, наверное, с внешнего вида. Во-первых, здесь новые задники. Сразу хочу показать. С рычажком мультиэкспозиции. С совершенно переработанной системой снятия. Теперь это делается правой кнопочкой, сдвигается. Мы снимаем задник. Вот он у нас здесь, да. И чтобы открыть его, надо сдвинуть вот эту пимпочку наверх и одновременно надавить на эту кнопку. Тогда открывается у нас задняя крышка, и мы достаем оттуда, собственно, весь механизм. Здесь интересно то, что, во-первых, стало гораздо удобнее заряжать. Появился наконец-то карман для шибера, которого не хватало. Снимается шибер и вставляется в задний карман. Я надеюсь, на видео видно все, как сейчас вот. Он никуда не денется. Вот мы его вставили, соответственно, надо будет заменить. Задник мы вставляем в задник и меняем задник. Вот так он пристегивается легким движением руки к аппарату. Вот. Есть еще продаются на сайте Arax 645 задники, на них тоже можно снимать. Правда, я не понимаю немножко, как это реализовано, потому что здесь окошко-то оно показывает только 6х6. Вот. И понимать, какие границы кадра, либо, наверное, нужно покупать какое-то новое матовое стекло, да, с границами кадра, либо, не знаю, как я не знаю, у меня был только задник 6х6. А что здесь изменено в самой шахте? Шахта имеет теперь лупу, не просто поднимается сама лупа, да, маленькая, а теперь закрывается полностью крышкой, таким вот образом. Раз. И у нас нету никаких боковых засветок, то есть когда мы смотрим сюда, мы не видим никаких бликов, и это действительно очень удобно. Сейчас покажу вам, собственно, матовый экран. Вот так очень просто снимается шахта. А вот, собственно, экранчик. Экран здесь устанавливается уже новый от Arax. Он более светлый, чем у Киева. Если честно, я прям такую колоссальную разницу не заметил. Естественно, что заметно, что здесь появился микрорастер и клинья Додена. Это, конечно, очень удобно. Заменили шторки. Теперь они не гофрированные, а матерчатые. Во-первых, они гораздо тише срабатывают. Во-вторых, меньше получается каких-то паразитных засветок. Затвор нас заведем. Сейчас я поставлю выдержку на B и нажмем, посмотрим внутренности. Внутренности, если видно на камере, они, видите, все внутри оклеено матовой специальной бумагой, чтобы не было никаких паразитных засветок.
Дальше про объектив, наверное, потому что объектив действительно заслуживает того, чтобы мы рассказали. Это штатник Bimetal 2.8 80 Carl Zeiss Jena, версия MC, которая с мультипросветлением. Ну, как говорят, что она лучше. Я не знаю, у меня не было зебры, не было старой версии, я не знаю, как снимать старую, мне это нравится. Снимается объектив вот таким образом. Вот, как бы отщелкивается, и вот он объектив у нас. Объектив очень интересный, он и резкий одновременно, и пластичный. Примеры фотографий сейчас вы увидите. Мне этот аппарат достался в версии CMMLU, то есть с приподъемом зеркала. Подъем зеркала, вот этот рычажок срабатывает, опять же, только, естественно, при взведенном затворе. Ни в коем случае нельзя после приподъема зеркала менять выдержку, это приведет к поломке. Ну, сразу хочу сказать, да, что это механическая камера, здесь хоть и есть какая-то защита от дурака, но она здесь минимальна. Вот. Это ее плюс, это ее и минус. Кнопка спуска, видите, да, где она находится? У Киева она находится вот здесь, на вот этой панели фронтальной. Реально, вот то, что они вынесли сбоку, это очень удобно. Это то, чего не хватало в Киеве и даже не хватает в Хаселе. Потому что когда цепляешь какой-то большой объектив, палец сюда иногда прям с трудом пролезает. А поскольку он здесь сбоку, у него просто вот ты берешь камеру, он автоматически ложится вот сюда. Вот, тебе не надо его вот сюда вот загибать, он у тебя вот здесь сбоку, и очень удобно. Ну, давайте расскажу сразу про те огрехи и косяки, которые вылезли во время эксплуатации. Во время эксплуатации вылез, значит, один косяк у меня. Это легкая засветка со стороны шибера. То есть вот эта вот щель, вот, она у меня светила. Поэтому после каждой съемки я вставляю шибер на место, даже если я не собираюсь снимать задник. И даже в солнечную погоду я его полностью не вынимал. Я его просто вот так оставлял, чтобы, ну, буквально вот миллиметр, да, снял кадр, все, засунул обратно. Таким образом, как бы минимизируя засветку. Как ни странно, вот эти все вот большие щели, вот здесь, которые мне как казалось, ну, отсюда точно должно что-то светить. Нет, отсюда ничего не светит. Здесь я проверял, все нормально, там хороший уплотнитель стоит. Второй недостаток. Если вы видите, вот здесь я поднесу поближе, вот это вот, как бы кнопочка блокировки, да, такая пимпочка, непонятно вообще, такой как какой-то отросток. Я сначала подумал, что это вообще как выглядит как брак какой-то. Вот. Его нужно сдвинуть сюда и потом вместе с ним надавить на вот эту вот большую клавишу, чтобы открыть. Сейчас. Видите, она тоже не всегда срабатывает. Вот. Открыть задник. Вот. В общем, это к чему? Привело к тому, что когда у вас там стоит пленка, вот, задник немножечко чуть-чуть распирает. Вот. И в результате, что произошло, вот видно, я показываю, видите, эта фиговина обломилась. При том, что я не применял никакую там какую-то конкретную силу, теперь мне приходится вот как-то ногтем ее так поддевать, открывать. Как бы оно, конечно, все функционирует, но это неприятно. Оклейка вот этой вот дермантином, что это, не знаю, внешне. Она, конечно, ну, сделана, ну, нормально, да, но, блин, когда вы берете в руки, допустим, тот же Hasselblad, там все это сделано гораздо чище, аккуратней, нету вот такого вот, да, вот, что вот клей здесь виден, вот здесь где-то что-то отошло. Что еще могу сказать, какие недостатки? Недостатки, да, у нее все-таки остались какие-то киевские вот эти вот болячки при выдержке 1000, да, появляются вот эти знаменитые столбы киевские, то есть выдержка работает неравномерно. Вот. При нажатии как бы все нормально кажется, на звук, естественно, ничего не определишь. Когда смотришь фото, видишь вот эти вот полосы. Это неприятно. Вот. Но это проявляется исключительно только на вот выдержке 1000 и когда у тебя
контрастный сюжет. То есть, когда, допустим, светлое небо, темная земля, это заметно. При каждом вот этом вот вскидывании шахты, вот, маленькие кусочки краски, вот это черные, они отлетают, то есть она облазит, это видно даже. Вот, я сейчас вряд ли покажу это, но, в общем, там внутри где-то можно увидеть, там краска немножко отошла. И они попадают на это матовое стекло. Это очень неприятно, особенно во время съемок, потому что приходится каждый раз как-то доставать там грушу или как-то выдувать ее оттуда. Вот. Это неприятно. То есть краска облазит. Ну, это, кстати, видно и по... Сейчас покажу вот здесь. Вот она. Как пишут на сайте Arax, что они полностью зачищают, ну, пескоструют, не знаю, как они делают, да, там же хромовое все это было. Вот, они очищают от хрома и потом красят краской. Ну, вот могу сказать, что краска это не очень качественная, потому что она вот здесь вот в моментах соединения, стыков, она все-таки облезает. И на самой вот этой вот шахте. Ну, пожалуй, наверное, все. То есть, возможно, такой немножко сумбурный обзор. Это мой первый такой опыт. Ну, просто хочу сказать, что, ребят, пользоваться фотоаппаратом действительно удобно. То есть, все, что пишут про Киев, вот эти всякие страшные вот эти истории там, вот, это к Араксу имеет, ну, минимальное отношение. То есть, ну, как я сказал уже, есть полосы на выдержке 1000. Вот, они никуда не ушли. То есть, они как были на Киеве, так и на Араксе остались. И есть засветка. Вот. У меня это засветка исключительно со стороны шибера. Ну, как бы я эту проблему решил либо не вытаскиванием шибера полностью, да, то есть перекрыванием, либо просто я убираю шибер. Если там, допустим, не какая-нибудь там высокочастотная пленка, я просто заклеиваю это черной изолентой и все. Подытоживая, что я могу сказать, что аппарат, в принципе, достойный. Возможно, цена немножко великовата, но если вы будете покупать его в новом варианте, сейчас, особенно с учетом поднятия доллара, конечно, да, за эти деньги можно купить какую-то бэушную японскую камеру, но поскольку у меня уже есть и броника, вот, я решил просто, ну, попробовать вот формат 6х6, вполне я могу как бы рекомендовать его. Все, всем спасибо, если ролик понравился, ставьте лайк. Не понравился, соответственно, ничего не ставьте, дизлайк, подписывайтесь на канал, буду делать обзоры в дальнейшем на среднеформатные камеры. Это был мой первый пробный обзор, а следующий обзор будет на бронику, какую не скажу. Вот. Все, всем спасибо, до свидания.